Когда мы говорим о таинственных звуках океана, особое внимание привлекает так называемый блуп. Этот звук зафиксировали в 1997 году, и он настолько мощный, что его уловили гидрофоны, расположенные на тысячах миль друг от друга. Блуп был локализован в южной части Тихого океана, неподалеку от Антарктиды. Изначально его загадочная природа вызвала предположение, что это сигнал от гигантского неизвестного существа. Однако современные исследования, проведенные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований NOAA, подтверждают, что блуп имеет криосейсмическое происхождение. Это значит, что звук возник в результате трещин и разломов шельфового льда. Удивительно, но криосейсмические звуки не единственные таинственные явления, которые фиксируют ученые. Океан полон загадок, и порой исследователи натыкаются на необычные шумы, вызванные движением льдов. Эти звуки являются очередным примером того, как велико значение ледяных процессов в формировании звуковой картины океана. Но что, если есть и другие, менее очевидные факторы, с которыми мы еще не столкнулись? Вглядываясь в глубины океана, мы понимаем, что там скрыто гораздо больше, чем представлены звучание ледяных разломов. Возможно, в следующих сюрпризах природы кроется ключ к еще большему пониманию этой неозвученной симфонии. Светящиеся глубины. Когда солнце заходит за горизонт и глубины океана погружаются в мрак, на сцену выходят удивительные актеры — биолюминесцентные существа. Их свет — настоящий феномен, основанный на сложной химической реакции. В ней участвуют кислород, светоизлучающий пигмент люциферин и фермент люцифераза. Взаимодействие этих ключевых компонентов приводит к магическому свечению. Как ни странно, большинству этих существ присущ синий свет, но иногда он переливается в зеленый, оранжевый или даже красный. Все зависит от среды обитания и дальности видимости в воде. Сияние служит множеству целей — отпугивание хищников, привлечение добычи или потенциальных партнеров, а также коммуникация между особями. Интересно, что одни светятся долго, как ночник, а другие вспыхивают мгновенно, словно морская молния. Это загадка, которую ученые все еще пытаются разгадать. Химический состав люциферина и люциферазы играет огромную роль, как и экологические и эволюционные особенности этих морских видов. Эти особенности возникали многократно в ходе эволюции, и каждая группа организмов добавляет свой оттенок в эту палитру. И хотя не все существа постоянно искрятся в темноте, многие светятся лишь в ответ на раздражение или затемнение. Это создает впечатление, что где-то в глубинах океана все время происходит великое шоу, пропущенное наукой, в котором биолюминесценция — основная роль. И впереди нас ждут еще более захватывающие тайны, скрытые за кулисами этого светового спектакля. Тайны гигантских кальмаров. Гигантские кальмары — настоящие титаны океанских глубин. Их общая длина может достигать около 26 футов, а длина мантии всего 2,5 метра, что подчеркивает их внушительное присутствие в невероятно темных глубинах. Встречаются они на глубинах от 1 до 1500 метров, что делает их недосягаемыми для человеческого взгляда. Кожа этих величественных хищников украшена хроматофорами, клетками, которые позволяют менять цвет и обеспечивают их маскировку. Такая адаптация делает существование кальмаров поистине мистическим, ведь в морских глубинах они словно растворяются в окружении. Их большие глаза с диаметром около 11 дюймов являются рекордом среди всех животных, позволяя им улавливать малейшие движения в темноте. Эти удивительные создания остаются фундаментальной загадкой. Наблюдения за ними редки и сложные, и как сами кальмары, процесс их изучения сравним с поиском иголки в стоге сена. Факты о их охоте, социальных взаимодействиях и миграциях все еще скрыты в пучине воды. Но в глубинах океанов есть и другие таинственные обитатели, которые продолжают оставаться недоступными для нашего понимания. Что если в тенях скрыта следующая разгадка величайших морских тайн? Призрачные медузы. Медузы — настоящие мастера маскировки в мире океанов благодаря своей почти полной прозрачности. Прозрачные и незаметные, они лишь слегка окрашены, что делает их настоящими привидениями морских глубин. Эти морские создания на 98% состоят из воды, что позволяет им оставаться практически невидимыми в толще воды. Именно благодаря прозрачности и особенностям тела их стали называть призрачными, хоть это и не научный термин. Подобные медузы, как ушастая аурелия, известные своим почти невидимым видом, часто встречаются в Черном море. Они перемещаются в воде с помощью медленных сокращений зонтика, следуя за течениями, что иногда создает иллюзию мгновенного исчезновения при малейшем изменении условий. Их перемещение и исчезновение для неосведомленного наблюдателя могут показаться таинственными, но современная наука видит здесь сложные сезонные миграции и адаптации. Несмотря на кажущиеся загадки, исчезновение медуз часто связано с природной цикличностью, изменение температуры, течения и воздействия других обитателей океанов. Эти условия могут изменить их привычное место жительства в считанные минуты.
Медузы остаются неизменными обитателями океана, а мир глубин полон других, не менее удивительных существ, ожидающих своего часа для знакомства с нами. Одним из них, возможно, станет создание еще более загадочное и малоизученное. Миграции без причины. В мире океанских просторов миграции рыбных стай представляют собой увлекательное и сложное явление, о котором стоит узнать больше. Возьмем, например, норвежскую сельдь. Эта рыба каждую весну движется к берегам Норвегии для нереста, затем отправляется на пастбище Баренцева моря. Это связано с поиском пищи и нерестом, и эти перемещения в значительной мере обусловлены сезонными изменениями и океанскими течениями. Процесс миграции рыбы тщательно изучен, и ученые связывают его с известными экологическими законами. Однако существуют и менее изученные аспекты таких перемещений. Да, гипотезы о влиянии подводных звуков и магнитных полей существуют, однако понимание этих механизмов пока остается ограниченным. Ученые продолжают работать над раскрытием сложностей коммуникации и ориентации рыб в океане. Современные исследования действительно показывают, что изменения миграционных маршрутов рыб в Северной Атлантике часто связаны с изменением температуры воды и климатическими изменениями. Рост температуры в северо-восточной Атлантике вынуждает рыбу искать более холодные северные районы. Эти изменения усложняют традиционные миграционные маршруты, но понимание их становится все более ясным благодаря активным исследованиям. Погружаемся в следующую историю, где каждое открытие приближает нас к более глубокому пониманию океанских процессов. За границами видимости скрываются другие, не менее поразительные тайны, которые ждут своей разгадки. Загадочные исчезновения. Исчезновение некоторых морских видов, таких как голубой тунец, не всегда связано с таинственными силами, а обеспечивает важные уроки для науки о сохранении моря. Основная причина резкого снижения численности этих величественных рыб в Атлантике в прошлом заключается в чрезмерном промышленном вылове и незаконном промысле. Однако, начиная с 2009 года, благодаря международным мерам по восстановлению численности, контролю и квотам, ситуация начала медленно улучшаться. Важно отметить, что проблема исчезновения затрагивает различные виды голубого тунца по-разному. Например, тихоокеанский и южный голубой тунец находятся в критически опасном положении даже при значительных различиях в географии и промысле. Причины таких исчезновений обычно связаны с антропогенными факторами, изменением среды обитания и климатическими изменениями. Работа международных организаций, таких как Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов и ИККАТ, играет центральную роль в мониторинге и регулировании популяций. Тем самым она способствует выживанию видов и восстановлению экосистемного баланса океана. Иллюзия внезапных исчезновений часто имеет реальные и объяснимые причины, а не мистический характер. Экосистемы взаимодействуют сложными способами, и множество усилий по сохранению видов направлено на осознанное управление, согласованное с наукой. Это означает, что даже в случае исчезновения одного вида мы должны продолжать изучать, как устойчивость других влияет на всю экосистему. Чистота и порядок в океанах важнее, чем кажется, и их сохранение– это задача, требующая нашего постоянного внимания. В этом заключается настоящий вызов. Понять, как человеческий фактор может быть инструментом для положительных изменений в хрупком море жизни. В глубине океана скрываются и другие загадки, ждущие своих исследователей. Аномальные течения. Подводные течения Индийского океана– это динамичные и мощные потоки, буквально сшивающие его акваторию своими невидимыми струями. Среди них выделяется южное экваториальное течение, которое движется на запад вдоль экватора и оказывает значительное влияние на климат и морские экосистемы региона. Другим важным течением является западно-австралийское течение, которое переносит холодные воды на север вдоль западного побережья Австралии. Эти течения, образующие сложные круговороты, взаимодействуют с постоянными ветрами и подводными структурами, создавая уникальные условия для жизни в океане. Они играют ключевую роль в транспортировке питательных веществ, что делает их незаменимой частью морской экосистемы. Под влиянием сезонных муссонов и изменения силы ветров направления течений могут меняться, порождая интерес ученых по всему миру. Хотя общее поведение этих течений достаточно изучено, их мелкие изменения и влияние на локальный климат все еще требуют тщательного наблюдения. Подводные течения оказывают бесценное влияние на миграционные маршруты морских обитателей, определяя пути перемещений рыб, млекопитающих и других существ. Они обеспечивают транспортировку тепла и солей, поддерживая баланс в экосистеме и помогая морским видам адаптироваться к изменениям окружающей среды. Хотя об этих течениях многое известно, каждый новый исследовательский проект приносит свежие открытия, раскрывающие сложную сеть взаимодействий в подводных реках мира. Погружаясь глубже в изучение океана, мы сталкиваемся с легендами о морских существах, напоминающих монстров из мифов. Эти существа заставляют задуматься, а что еще может скрывать великая морская бездна? Чудовища из легенд
Мир океанических глубин полон загадок, и среди его обитателей есть такие, которые напоминают нам легендарных монстров. Рассмотрим гигантскую акулу, вторую по величине рыбу в океане. Несмотря на внушительные размеры до 15 метров, эти створения питаются в основном планктоном, открывая огромную пасть лишь для фильтрации воды. Их массивные тела и плывущие мимо силуэты могут вызывать ассоциации с историями о морских чудовищах. Однако природа этих акул вовсе не пугающая, ведь их грозный облик не соответствует ужасу из мифов. Вместе с гигантскими акулами в глубинах скрываются и глубоководные рыбы-удильщики, существа, вдохновившие многие рассказы. Их светоизлучающие придатки действуют как приманки, маня добычу в непроглядной тьме, из-за чего они обрели репутацию мифических чудищ. Касательно мегалодонов, вымерших гигантских акул, которые когда-то достигали 15 метров, они завладели воображением человечества на века. Попытки связать их с текущими морскими обитателями, такими как кашалоты с отметками зубов, вызывают лишь интересные гипотезы. Подобные гиганты из прошлого порождают любопытство и делают невероятной частью нашего современного мира. И даже с вымершими мегалодонами морские глубины все еще остаются необъятной загадкой, полны существами, которые могут наполнить наше воображение новыми легендами. Оставайтесь с нами, впереди путешествие, которое обещает раскрыть еще более невероятные тайны океанских глубин. Необычные дружбы. Морские глубины скрывают невероятные истории дружбы и сотрудничества. Одним из ярких примеров является симбиоз мурин и креветок-чистильщиков. Вопреки нашим представлениям о хищных муринах, они позволяют маленьким креветкам рода лисмата очищать свою кожу и рот от паразитов. Креветки получают питание, а мурины наслаждаются бесплатными спа-процедурами. Это идеальный пример взаимовыгодного сотрудничества, которое удивляет балансом между природой и разумом. Не менее захватывающим является союз креветки-щелкуна и рыбы-гоби. Креветка слаба зрением, но в ее арсенале мощные клешни, способные создавать звуковые волны, оглушая добычу. В то же время Гоби зорко следит за врагами и сигнализирует опасность своему молчаливому союзнику. Вместе они живут в одной норе, обеспечивая друг другу безопасность и еду. Это партнерство — потрясающий пример того, как два вида могут взаимовыгодно сосуществовать и выживать. Мир морских симбиозов разнообразен. От взаимоотношений между губанами-докторами и многочисленными рыбами на станциях очистки до сложных партнерств с анемонами, которые защищают крабов и других обитателей от хищников своими ядовитыми щупальцами. Эти связи показывают, что баланс и сотрудничество становятся основными принципами выживания на любой глубине. В каждом взаимодействии открывается новая страница, а вместе с ней бесчисленные загадки, которые еще предстоит разгадать. Далее мы отправимся в увлекательный мир, где тайны океана становятся более осязаемыми и открытыми для понимания. Глубокие тайны кораллов. Коралловые рифы представляют собой уникальные биологические системы, выступающие в роли подводных городов океана. Они поддерживают огромное разнообразие видов, однако механизм их образования остается частично неразгаданным. Способность кораллов строить свои скелеты из карбоната кальция поражает ученых, поскольку процессы кальцификации зависят от энергии, предоставленной зооксантеллами, микроскопическими динофлагеллятами рода симбиодиниум, проживающими в тканях кораллов. Внутри кораллов проходят сложные симбиозы. Зооксантеллы занимаются фотосинтезом и снабжают кораллы энергией. Однако этот союз не столь простой, как кажется изначально. Кораллы постоянно контролируют численность зооксантел и регулируют их численность, выбрасывая излишек при необходимости. Этот баланс важен для поддержания здоровья рифов. Хотя звучание поющего песка может создать ощущение музыки, стоит отметить, что песок издает звуки лишь в специфических условиях. Влияние акустики на поведение обитателей коралловых рифов все еще изучается. Исследователи все больше замечают, что акустическая среда рифов играет роль в поведении морских обитателей, хоть механизм и остается недостаточно понятным. Таинственные ворота понимания ожидают исследователей впереди, ведь кораллы не только приносят несравненные эстетические наслаждения, но и открывают новые горизонты в изображении природы и экологии океанов. Что дальше ждет нас за горизонтом? Существует еще множество загадок, манящих к себе новых исследователей, готовых разгадать тайны коралловых рифов. Тайные коммуникации китов. Киты, величественные гиганты океанов, известны своими завораживающими песнями, распространяющимися на сотни миль под водой. Эти звуки создают сложные структуры, напоминающие язык, но пока полностью не расшифрованные. Усатые киты, например, горбатые, используют свои песни для социального общения, поддерживая связи в группе и привлекая партнеров, в то время как зубатые киты полагаются на эхолокацию для навигации и охоты.
Интересно, что у горбатых китов существует культурная передача песен, однако они не остаются неизменными. Мелодии постоянно эволюционируют. Каждый сезон может приносить новые элементы и изменения, что демонстрирует динамическое развитие песен как культурного феномена. Такое взаимодействие говорит о сложности социальной структуры китов, где разные группы могут обмениваться мелодиями и взаимодействовать на новых уровнях. Исследователи обнаружили в песнях китов структурные закономерности, близкие к языковым. Однако полноценный язык, как у человека, еще не выявлен. Удивительным является и физиологический механизм звукообразования у китов. Уникальная гортань и голосовые связки в комбинации с жировой подушкой позволяют китам задерживать дыхание и петь под водой, не тонув. Каждая новая находка в изучении китового пения обещает раскрыть глубже загадочные коммуникации этих великолепных созданий. Задумываясь о песнях китов, невольно возникает вопрос, что еще скрывают океанские глубины, какие тайны ждут своих исследователей дальше. Скрытые экосистемы глубины океана скрывают множество удивительных и таинственных экосистем, которые бросают вызов нашим представлениям о жизни. Одна из таких загадок — то это гидротермальные источники, известные как черные курильщики, где вода извергается с температурой до 400 градусов по Цельсию. Эти структуры, расположенные на глубинах от 1,5 до 3 километров, поражают воображение своим необычным миром. Черные курильщики впервые были открыты в 1977 году в районе Галапагосских островов с помощью батискафа Алвин. Это открытие ознаменовало новый этап в изучении глубинных экосистем. Гигантские трубчатые черви, обитающие вокруг источников, живут благодаря симбиозу с сероокисляющими бактериями, которые ведут хемосинтез. Эти бактерии образуют основу пищевой пирамиды для всей экосистемы. Интересно, что здесь не требуется солнечный свет для поддержания жизни. Таинственные обитатели адаптировались к экстремальным условиям благодаря усовершенствованным метаболическим процессам и необычным формам тела. Самые высокие из колонн черных курильщиков, наоборот, могут достигать 50 метров в высоту, создавая впечатляющие подводные пейзажи. Этот непознанный мир глубин олицетворяет собой иные формы жизни, подходы к выживанию и адаптации. Сколько еще секретов хранит океан в своих недрах? Каждое новое исследование только усиливает наше желание разгадать эти таинственные и удивительные загадки.